Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Продолжаем тему доступа в Инадзуму, потому что как-никак я не нашел нужной информации в интернетах. Все говорится о том, то, что бегите туда, сделайте это. На самом деле это не так. Это серия, даже цепочка квестов, которая позволит вам к этому делу подойти. В общем, обо всем подробнее далее, друзья. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали. В общем, чтобы добраться до этого квеста, вам придется пройти такие, как что значит Лупикал, Тайнслейв и еще одно задание архонтов, которое у вас откроется после выполнения тех квестов. Это мы встретимся снова. В общем, довольно серьезный подход. И «Осенний ветер, багряные листья», том 2, пролог 2, «Путь сквозь шторм». То есть мы уже практически на финишной прямой. Напоминаю, снимайте видео специально, чтобы... Когда я сниму видео, как попасть в Инадзуму, буду рассказывать все это дело, ссылаться на данные видео, объяснять, что и как. Потому что если все записать одним дублем, это будет, двухчасовое видео, грубо говоря, со всеми объяснениями и вытекающими. В общем, направьте свой взор в морскую даль. Вы делитесь своими ощущениями с Паймон перед тем, как продолжить свое путешествие. Отслеживать цель и погнали. Отправиться нам нужно к точке телепортации рядом с гаванью Ли-Уэ. И как мы сюда приходим, сразу кат-сцена. Ты как? Паймон тоже подумать не могла, что твоя сестра заодно с бездной. Все еще не могу поверить. Не грусти, Кисель. Я верю в тебя и верю в твою сестру. И чем труднее становится путь, тем упорнее мы должны идти, так ведь? Да, ты права. Она сказала, что мы встретимся в конце пути, значит, наверняка она еще хочет с нами поговорить. И мы не знаем, что это за путь и где его конец, если не продолжим идти. Спасибо тебе, Паймон. Не за что, товарищи всегда должны заботиться друг о друге. Но куда же нам теперь идти, если мы хотим продолжить путь? Мы еще не нашли то божество. Ты про ту, которая разлучила вас с сестрой? Ты прав. Ведь вся эта история, вся эта путаница, все началась с нее. Нужно добиться от нее ответов. Ага, Паймон уверена, что у нее есть ответы на все наши вопросы. Так, мы уже исключили двух богов, Анома и Геоархонта, а теперь пора в Инадзуму. Да, но Паймон кажется, так просто нам туда не попасть. Джун Ли говорил, что границы Инадзумы сейчас закрыты. Почему бы нам не спросить кого-нибудь из Инадзумы? Как туда можно попасть? Надо подумать. Паймон уже вспомнила. Ацука в порту Лиуэ. Она из Инадзумы. Пойдем спросим у нее. Пойдем спросим у нее, Паймон. Погнали. Ну вот, собственно, куда нужно подойти. Ой, Кися. А ее можно погладить? Нет, нельзя Кисю погладить. Ну ладно. Говорим с Ацука. Или с Ацука, не знаю, как правильно. Привет. То есть, рада встрече, да. Я все стараюсь говорить как местный. Ха-ха. Чем-то могу помочь? Мы хотели спросить, а как нам попасть в Инадзуму? А, так вы за этим. Способ я знаю, но... Как здорово, мы пришли по адресу. Но шанс на успех очень маленький. Очень маленький, а как же ты вообще покинула Инадзуму? Именно покидая Инадзуму, я и поняла, насколько опасен этот способ. Я могла положиться только на свой жалкий плод. Впереди бушевал шторм, а позади меня нагоняли солдаты. Оторвавшись от преследователей, я дрейфовала в открытом море. Не помню, как долго у меня закончились еда и вода, и в какой-то момент я поняла, что настал конец, у меня потемнело в глазах, и я потеряла сознание. Да ты угораешь, там же видно, блин, там даже нету линии горизонта. Линия горизонта, друзья, если что, 11 километров. Но на удивление, это был совсем не конец, это было новое начало. Тебя спас кто-то из Лиуэ? Именно, я чудом осталась живых, и мое спасение, наверное, знак того, что боги ко мне милостивы. Какое ужасное приключение, ты сбежала, зная, что это так опасно? Почему? Ну, потому что там все чересчур строго. Удушающая атмосфера, комиссия Канзо подолгу утверждает всех, кто прибывает или покидает страну, и там я чувствовала себя не в своей тарелке. Комиссия Канзо? Что?
Вместе с двумя другими комиссиями они контролируют все, что происходит в Инадзуме. Мы называем их три комиссии. Полагаю, они равносильны подчиненным Цисиндрию. Одна из обязанностей комиссии Кензи — тщательная проверка всех лиц, прибывающих и отбывающих из Инадзумы. Все, кто не является гражданами Инадзумы, по прибытии должны отправиться на остров Рито. Кроме того, комиссия Тенрю отвечает за выполнение недавно принятого указа об охоте на глаза бога. Это действующая рука правления Сигуна Рейден. Преданные и безжалостные. Нехорошо подобным образом отзываться о родине, но, проведя так много времени в гнетущей атмосфере, я стала терять надежду на будущее. О, Иса там сидит наша. Я просто хочу сказать, что лучше отказаться от путешествия в Инадзуму, если у тебя нет какой-то серьезной причины. У меня есть серьезная причина. Эх, знаете, что в водах, окружающих Инадзуму, бушует вечный шторм. Если вам удастся пройти сквозь него, то после этого вам все равно придется столкнуться с самураями, принуждающими к соблюдению указа. Сококу, политики, закрытости Инадзуму. Даже если у вас получится, вам все равно придется добыть необходимые документы на острове Рито, иначе вас просто выдворят. Похоже, они делают все, чтобы иностранцы не хотели там оказаться. Но у них же есть остров Рито. Порт используется только для поставки товаров и информации на остров. Большинство иностранцев не оформят нужные документы. Но если вы настроены серьезно, я могу кое-что вам порекомендовать. Нам опасно самим строить плод, да и Пайман еще хуже, ужасно на нем укачивать начнет. Нет, я не об этом. Вы можете узнать у кого-нибудь из флота Южного Креста о путешествии в Инадзуму. Они очень известны в Лиуэ. Дальние плавания сделали их опытной командой. Может быть, именно они смогут помочь вам прорваться сквозь шторм. Но ведь это вооруженный флот, с чего бы им соглашаться на нашу просьбу? Придется постараться. Самая сложная часть — убить их капитана Бэйдоу. Нам стоит попробовать. Флагманский корабль Южного Креста называется Алькор. Я слышала, что он бросил якорь у каменного леса Гуюнь. Лучшей возможности вам не найти. Тогда нам нельзя терять ни минуты. Пойдем искать капитана Бэйдоу. А вот тут, друзья, получается, вон тут корабль стоит. Сейчас я... Да, это как раз-таки он и есть. Нужно уговорить капитана. И там будет отдельный КВС касательно этого. Он будет называться вроде «Одинокий корабль», что-то там. В общем, видео на эту тему у меня имеется. Но все равно, сейчас давайте посмотрим, что он скажет. Просто, скорее всего, сразу мы пройдем этот момент дальше. Если что, все видео, все подсказочки будут в описании. Ну, как я и говорил, я на этот корабль уже высаживался, и там начинался диалог. По идее, сейчас мы просто должны подойти к капитану, и все должно пойти гладко. Но не факт. Так. Кто это у нас? Постой, я знаю тебя. Ты тот путешественник? Ты сражался с Фатуей, с Исиалом, верно? Мы встречались? Ага, Нингуна рассказывала о тебе. Она сказала, путешественник великого ума и выдающихся навыков стал спасителем Лиуэ. Ее расположение легко добиться, поэтому любая ее похвала дорогого стоит. В тот раз я еще подумала, что неплохо было встретиться с тобой лично. Я быстро догадалась, это ты по твоим странным одеждам и этой летающей штуковине. Сама эта штуковина, меня зовут Пайман. Пайман? Какое очаровательное создание. От вас обоих веет не только сущностью ветра и земли, но и, да, звезд. Чем от нас пахнет, это самый странный комплимент, который слышала Пайман. Не обращайте внимания, я всего лишь хотел сказать, что наша встреча не случайна, нас свела судьба, и это придает ей особый смысл. А это должно быть твой личный бард? Я предпочитаю иные развлечения. Этого юношу зовут Кадахара Кадзука. Он временно состоит в моей команде по причинам, которыми я не буду вас утомлять. Иногда он открывает рот, и оттуда вместо слов вылетают цветы. С моей стороны было бы проявлением романтической безответственности не отметить парой строк поэзии «Великолепный корабль и мягкий бриз, что проносится по его корме». Ага, с этим я спорить не буду. Посмотрим, как ты выступишь на бойцовском турнире. Разумеется, только если у меня будет подходящее настроение. Как правило, поэзия ради поэзии лишена смысла. Нельзя упускать такой шанс, особенно учитывая, что наш великий герой может принять в нем участие. Подожди, что за турнир? Я еще хотела бы уточнить насчет великого героя. Я думал, вы пришли подать заявку. Хотите сказать, что никогда не слышали о нашем турнире? Я занимаюсь проведением бойцовского турнира Южного Креста. На нем множество людей хотят похвастаться своими талантами. В нем два важных правила. Первое, его участники должны быть известными бойцами. Нам нужны настоящие мастера боевых искусств, а не всякий сброд. По этому пункту тебе не стоит волноваться. Не думаю, что в этом мире есть кто-то, кто
Вы не слышала тебя. Второй участник не должен иметь глаз Бога, иначе у него будет огромное преимущество. У меня нет глаза Бога, но... Ты должно быть уверен в своих силах, но все же здесь стоит остерегаться. В Лиуэ полно крадущихся тигров и затаившихся драконов. А участие самого спасителя Лиуэ в турнире точно разодорит много народа и привлечет настоящих силачей. Но мы здесь не для того, чтобы участвовать в турнире. Не спешите отказываться, не узнав о награде, ведь на этот раз я приготовил особый приз. Свободный глаз Бога. Я предоставил его. Если победитель турнира сможет проводить глаз Бога, то он его и забирает. Что значит свободный глаз Богу? У него нет хозяина? После смерти хозяина сияние внутри глаза Бога затухает, но оболочка, что его хранила, остается. Неясно, есть ли какое-то применение у подобных оболочек, однако моя интуиция подсказывает, что оставшиеся в этом мире оболочки могут найти себе новых хозяев. Верно. Глаз Бога — это знак признания богами, поэтому я считаю, что если кто и может разжечь в нем свет, то только невероятно сильный и талантливый человек. Бойцовский турнир позволяет раскрыть подобные таланты. Надеюсь, в этот раз кому-то удастся пробудить глаз Бога. Это отличная возможность для тебя получить собственный глаз Бога, ведь у тебя такого нет. Если честно, меня это не интересует, мне незачем глаз Бога. Да, мы должны попасть в Инадзуму, и не заинтересованы ни в каком турнире. Инадзуму? Вы хотите отправиться туда? Чего ж сразу не сказали Инадзуму? Без проблем. В таком случае, если вы выиграете турнир, я предоставлю вам выбор: свободный глаз Бога или путешествие в Инадзуму на борту Алькора. Решайте сами. Договорились? Ты просто хочешь затянуть его в свой турнир. А что там такого? Чем больше талантов, тем веселее шоу. Я не позволю себе упустить такую рыбу. Что же делать? Ты согласен участвовать в турнире для посещения Адзумы? Ну тут как бы ивентов-то особо нет, я верю в свои силы. Замечательно, осталось только зарегистрироваться. Отправляйся к арене в каменном лесу Гуюнь. Мы с Кадзукой скоро подойдем. Похоже, ответ — это всего лишь вопрос времени. Я буду терпеливо ждать. Ох, ну давай, близится гроза, бойцовская арена, все дела. Да. О, и дождь закончился. Ну, вот и, собственно, та арена находится, она вот в этом месте. Ну, если вы хотите туда попасть, то просто сюда телепортируйтесь. Так. Если отсюда, то, естественно, так. Если у вас тут нет телепорта, что странно, потому что вы уже были на корабле, то отсюда сигайте сюда, на крыльях, ну, вы поняли. Пока не записались, давай познакомимся с другими участниками. Байдо сказал, что все они известные бойцы. С кем же нам придется сразиться? Здравствуйте. Вы здесь, чтобы принять участие в бойцовском турнире Южного Креста? А то... Вы уже записались? И еще нет? На вашем месте я бы сначала знакомился с условиями участия. Они не принимают, кого попало. На этом турнире нужно выложиться на полную и показать все, на что вы способны. А тем, кто хочет участвовать просто так ради веселья, быстро надерут задницы. Вы бы не хотели оказаться в такой ситуации, верно? Да, мы уже слышали об этом правиле. Паймон... Вот интересно, а вы известный боец? Я на прошлых соревнованиях по боям без правил «Горы и тигры» я занял 2-е место. Боям без правил? Наверное, это какие-то незаконные сходы борцунов. Что? Вы? Чепуха. Вы что, совсем не выходите из своей берлоги? Эти соревнования проводятся уже много лет. Со мной вместе участвовала целая куча народа. Еще и Мелилитам как-то раз помог схватить похитительницу сокровищ. Там 2 пытались сбежать, но я быстрее с ними разобрался. Они пытались проскользнуть мимо меня под покровом темноты. Сами даже не поняли, откуда прилетел удар. В общем, я так заехал левой прямо в челюсть, что он аж покатился, а толстый в это время вытащил нож. Я даже не дрогнул. От удара ногой с разворота его нож вылетел в балку над головой. Звучит впечатляюще. Я что говорю? Напали 2 на 1, да еще и с оружием, но я их одолел. Не говорю, что сам я не пострадал в этой схватке, но все же мне удалось победить и передать их Мелилиту. За это мне даже дали крупное вознаграждение. А для нас справляться с 4 или 5 похитителями сокровищ одновременно вообще полевое дело. Спасибо за ваш рассказ. Ладно, нам пора. Увидимся на арене, но помните, что я не буду поддаваться, хоть вы и дети. Допустим, идем дальше. Цзинью. Эй, малыш, неужто вы тоже участвуете в бойцовском турнире? Видимо, у меня прибавилось оппонентов.
А ты тоже здесь, чтобы побороться за чемпионский титул? Да, и вам лучше быть готовым к тому, что чемпионом отсюда уйду только я. Потому что мне кажется, что в загадке моей жизни не хватает только одной части — глаза Бога. Хочешь стать героем? Нет, 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 все эти звания и профессии ни к чему. Я всего-навсего хочу стать идеальным человеком. Я знаю, что это звучит заносчиво, но сперва позвольте мне объяснить. Я живу успешную жизнь без каких-либо неудач. Я сдал все экзамены, совершил множество удачных коммерческих сделок, и, кажется, всю жизнь ладил со всеми. Многие видят во мне воплощение идеального человека, но, конечно же, я не позволю им запудрить мне мозги. Сам-то я знаю, что не достиг совершенства, потому что мне не хватает только одной вещи. Глаза Бога. Редко можно встретить настолько самоуверенных людей. Ты уже участвовал в турнирах? Это не важно, потому что у меня есть знакомый в Южном Кресте, который с радостью за меня поручится. Поэтому они очень любезно предоставили мне место в турнире. Еще я привел с собой толпу, которая будет болеть за меня. Хорошо иметь столько друзей. Мне также пришлось потратить несколько дней на изучение тайных боевых техник и приемов. В сумме с моими природными талантами я легко смогу победить в этом турнире. Конечно, сможешь, да. Ты ходишь по комнате ряды моих болельщиков? Сильно не увлекайся, ведь тебе нужно будет попотеть, чтобы дойти до меня на арене. А теперь оставь меня, мне нужно подготовиться, совсем скоро ты увидишь, насколько я крут. Господи, какой он мерзкий. Ну и... там еще один. Чаи. Привет, а вы тоже участвуете в бойцовском турнире? Да. Ничто так не оттачивает боевое мастерство, как реальный бой, так говорил наш учитель. А еще этот турнир позволит нам не только применить изученные техники на практике, но и получить свободный глаз Бога. Да, с глазом Бога мы быстро станем лучшими учениками. Наверное, ваш учитель очень талантливый, а он знаменитый? Знаменитый? Да, он основатель школы Линшань, и ему нет равных. Мы с Лияном гордимся тем, что смогли стать его учениками. Ничего о нем не знаю. Наверняка ты ничего не слышала о нашем клане. Он появился совсем недавно, зато наш учитель намного известнее самого клана. Он великий мастер боевых искусств, он создал множество боевых стилей, которые теперь заимствуют другие школы. Но для школы Линшань он преподает особую технику, которая называется рассредоточение силы. Звездные войны, блин. Рассредоточение силы — это особая дыхательная техника, практика, которая учит управлять окружающей тебя энергией и отбивать удары, абсолютно не двигаясь. Короче, либо Звездные войны, либо бесконтактные боевые искусства. Например, благодаря технике наш учитель может сменить направление атакующего удара или летящего камня, не поведя и бровью. Однажды он запустил бойца в воздух и даже пальцем не шевельнул. Такое возможно? Естественно, но развить способность чрезвычайно сложно. Мы тренируемся уже много лет и смогли освоить только самые базовые навыки. Искусство пользоваться этой техникой мы пока не умеем. Искусно. Видимо, нас просто не одарила природа, иначе мы бы уже стали мастерами. Если так пойдет дальше, скоро нам нечем будет платить за обучение, и похвастаться изученными навыками мы не сможем. Вы платите за обучение? Конечно, он ведь мастер боевых искусств, и его время дорого стоит. Если хотите проходить обучение 1 на 1, то вам придется доказать искренность своего желания заниматься боевыми искусствами. И вот мы все это время тренировались с учителем, но до сих пор нет намека на прогресс. Наш учитель теряет терпение. Да, ребят, вас походу на бабло разводят. Однако мы слышали, что совсем недавно в школе Гуко начали заниматься один обладатель глаза Бога, который тут же стал ее мастером. Поэтому нам нужен глаз Бога, чтобы наш учитель начал нами гордиться. Может, вам мешает что-то другое? В любом случае, нам нужно искать решение нашей проблемы, иначе изменений не добиться. Именно, попробовать все равно стоит, и если у нас все получится, то школа Линшань войдет в историю. К нам отовсюду начнут стекаться люди, да что уж говорить, мы могли бы стать величайшей школой боевых искусств во всем Лиуэ. Ну, удачи вам, ребята. Увидимся на арене. Увидимся. Какие-то они странные. В общем, нам придется сразиться с завышенной самооценкой, наивными ребятами, которые слишком много платят за свои уроки, и с каким-то вполне обычным дядькой. Да, Паймон. Так и есть. Мне вдруг захотелось сказать, что ты очень крутой, Кисель. Чемпион деревни Цинце по рукоборью. Эх, ладно, я вас записала. Следующее имя? Меня зовут, ну, понятно. Тот самый? Я не ослышалась? Ой, как-то неприятно. Как-то я что-то как-то стесняюсь такое читать. Так, я сейчас это перемотаю. Разве нет глаза Бога, ему нельзя участвовать в турнире?
Я должен уточнить. Вы тот самый путешественник, который помог Лиуэ отбиться от древнего бога? Да. Это точно он. Он говорил с мадам Кинци на церемонии Вознесения. А можно взять у него автограф, господи? Я надеюсь, вы знаете, что в турнире могут участвовать только те, кто не владеет глазом бога. У меня нет глаза бога. Правда? Но ведь я слышал, что на то, что вы способны в бою. Вы смело идете навстречу опаснейшим ситуациям и монстрам. Даже Фатуи, и всегда выходите победителем. Но Кисель делает все это без глаза бога. Может его обыскать, если не верите? Простите меня за грубость, я уверен, что такой герой, как вы, не будет врать. А теперь не могли бы вы перечислить несколько прославивших вас поступков? Конечно, в вашем случае это просто формальность. Мне нужно внести регистр записи достижений участников. Победил древнего бога Сиала, но это всего лишь одно. Были еще какие-нибудь достижения? Спас Двалина. А еще победил Чайлда, одного из предвестников Фатуи. Блин, лицо Паймон просто просится на превьюху. Он точно займет первое место. Уже поздно отказаться от участия. Ладно, этого достаточно, честно говоря, другие участники со своими достижениями рядом не стояли. Поздравляю вас с окончанием регистрации. Теперь коротко о призах. Уверена, настолько почетный герой, как вы, оказался на нашем турнире только чтобы выиграть его и получить самый дорогой приз Глаз Бога. Ой, нет, он нам ни к чему. Мы участвуем потому, что капитан Бэйдоу обещал за первое место провести нас в Надзуму. Есть и другой приз? Первый раз слышу. Наверное, Бэйдоу подняла ставки, чтобы привлечь таких героев. А зачем вообще кому-то плыть в такое опасное место, как Инадзума? Ясно, я так понимаю, вы уже обо всем договорились с Бэйдоу. Мне просто не нужен Глаз Бога. Уверен, великий герой оказался здесь не просто так. Как бы то ни было, отборный тур вот-вот начнется. Я оставлю вас подготовиться. Эй, Паймон тут подумал насчет правил. Никаких обладателей Глаза Бога. У тебя правда нет Глаза Бога, но в Тайвате все считают, что сила элементов можно управлять только с его помощью. Поэтому Паймон думает, что лучше бы тебе воздержаться от использования элементальных навыков во время турнира, но знаешь, чтобы никто ничего не подумал. Да, если посмотреть на уровень наших соперников, тебе не стоит никакого труда выиграть турнир без элементов, правда ведь? Ты права. Ну все, пришло время блистать. У тебя все получится. Вижу, что вам не терпится выйти на турнир. На арену. Готовы? Готовы. Хорошо, то следуйте за мной на арену. Как наш следующий чё? Да вы угораете. Это ведь ты, тот самый герой. Короче, мы его победили. Как интересно, откуда у него было столько уверенности в своей победе? У нас получилось. Пойдем к Бэйдоу. Кажется, она хочет о чем-то с нами поговорить. Так, ну давайте. Не зря я выбрала тебя в качестве своего фаворита. Казуха, ты ведь тоже заметил, он даже не вспотел. Это потрясающая чистая победа. Впечатляет, однако я также заметил, как наш фаворит сдерживал себя, словно оберегая соперника от ненужных травм. Я прошла через множество битв, больших и малых, и в этом бою я ощутила его истинную силу. Давай же, мы все знаем, насколько у тебя подвешен язык. Не хочешь сказать пару слов в честь нашего будущего чемпиона? Безусловно. Дайте секундочку, попытаюсь получше сформулировать хвалебную речь. Ты сражался хорошо. Ну, молодца. И это все? После такого боя твоего внутреннего поэта не удосужились посетить. Ну, ладно, я не буду тебя смущать. Знаешь, многие участники подходили ко мне удивленные тем, что в турнире принимает участие герой Лиуэ. После тебя нахлынула целая прорва новых участников, среди которых оказалось много по-настоящему достойных бойцов. Мне кажется, все они хотят испытать свои силы против тебя. Не понимаю, что все суетятся. Все видят в тебе цель, которую нужно победить, и решила, что я буду делать так же. С одной стороны, мы не хотим тратить твое время и силы на соперников, которые явно слабее тебя. С другой стороны, ты ведь наверняка тоже хочешь сразиться с кем-то, кто больше подходит тебе по уровню. Поэтому я сразу ставлю тебя против полуфиналистов. Что? Но ведь мы тоже начали отборный тур. Ну что у вас за система такая, где можно перескочить сразу в полуфинал? Если капитан Бэйдоу так решил, то ее уже не переубедить. Да и судя по вашим навыкам, вы все равно спокойно дошли до полуфинала. Если честно, Паймон с вами согласен. Ладно, я останусь понаблюдать за турниром, если вдруг появятся достойные соперники для тебя, я хочу знать о них все. После долгого ожидания ваш соперник в полуфинале определен. Вот мы и здесь, народ. Сегодня нас ждет настоящее зрелище.
Похоже, капитан возглавляет большие надежды на этот турнир. Я давно не видел ее в таком настроении. Твой соперник совершил немало побед, чтобы добраться до полуфинала. Должно быть, он закаленный воин. Может, его сила и не сравнится с твоей, но все же не стоит относиться к нему легкомысленно, все верно. Не буду. Отлично, покажи мне, готов ли ты прорваться через шторм, что ждет нас впереди. Ну все, хватит болтать. Болельщики заждались. Найди девушку, которая тебя регистрировала, она проводит тебя на арену. Ну, допустим. Допустим. Я на всякий случай поменял меч, взял тот, который был у Кеи, он просто лучше. Давайте смотреть, чё как. Твой соперник в полуфинале первый раз участвует в турнире. О нем почти ничего не известно. Я не сомневаюсь в тебе, но все же порекомендую хорошо подготовиться. Ой, мой кисель без подготовки там всех раскидает, я готов. Да, след за мной. Ну давайте смотреть, что у нас там. Ух ты какой. Наконец наступил момент, который мы все так ждали. Полуфинал. Так. Да вы что, угораете? I don't care about the prize. You're a strong opponent. That's what I'm here for. Ой, хорошо, мне прилетело сейчас. То есть он делает 2 удара и все. А потом бьем мы. Но это вообще не серьезно. Че так легко-то? Я весь вспотел. Хорошее ощущение. Признаю, меня одолел достойный соперник, мне нужно больше тренироваться. Ты тоже неплохо сражался. Да, поэтому уже начала немного волноваться. Ты бы точно был самым сильным, если бы у тебя был глаз Бога. Я мечтал получить глаз Бога в детстве, мне говорили, что для этого нужно быть самым сильным. Но у меня так и не появился. В итоге я потерял интерес и стал полагаться только на свое тело. Бывало, я побеждал в боях с обладателями глаз Бога. Эта сила была дана им богами, и я этому не завидую. Чего, значит, ты записался на турнир для того, чтобы выиграть заводный глаз Бога? Нет, я только хотел сразиться с другими бойцами и увидеть, кто сильнее. О своих ошибках и слабостях можно узнать только из поражений, поэтому я рад исходом сегодняшнего поединка. Мне не часто приходится испытывать поражение. Ничего себе, очень сильная речь. Если будет желание, приходи снова сразиться со мной в следующий раз, я буду сильнее. И я тоже. Надеюсь, мы его по сюжету потом встретим. Кстати, ты знаешь, кто еще прошел финал? Неужели кто-то сильнее тебя? Не знаю, насколько он сильный, но говорят, что он необычно быстр. Необычайно. Поэтому не теряйте бдительности. Ну, значит, будем без сильных атак. Давай поспрашиваем у других участников и соперники, что ждет нас в финале. Поэтому считаю, что нам нужно подготовиться. Эй, ты, ха-ха, я смотрел твой поединок. Очень впечатляет. А я вот вылетел в третьем туре. Какой позор. Мне не хватило всего одной победы. Ничего, в следующий раз у тебя все получится. Слушай, ты случайно не знаешь, кто еще прошел в финал? Конечно знаю, ведь он меня и победил. Он грозный противник. Шустрый, внимательно обращай все твои ошибки в свою пользу. Стоило на мгновение растеряться, как я тут же оказался на земле. Посмотрите на меня, со здоровяком бы я быстро справился. А вот Юрке Лавкач мне оказался не по силам. Но я все равно думаю, что до твоего мастерства ему как до Селестии. Ну, понятно, сейчас будем с теми же самыми говорить. Привет, Кайма, куда делся твой друг? Он пытался отразить удар техникой рассредоточения силы, но вместо этого получил его прямо в нос. Всю арену залило кровью. Его соперник аж сам испугался и спрашивал, почему ты не уклонился, но он уже начал терять сознание и ничего не ответил. Почему не уклонился? Потому что не уклоняться — это и есть суть боевого стиля школы. Понятно. А как прошел твой? Не спрашивай, я так устал, пока нес его до лодки, а когда вернулся, мой поединок уже прошел, и мне пришлось признать поражение. Не буду ничего рассказывать нашему учителю, иначе он будет отчитывать нас до конца времен. Простите, я слишком много жалуюсь. Вы хотели что-то спросить? Не думаю, что я смогу чем-то вам помочь. Ох, ладно, надеюсь, твой друг быстро поправится. Не вешай нос. Да уж, спасибо. Шляпа какая-то. Это как Ван Пачман, блин, на отборе. Может, стоит поговорить с Бэйду? Она тоже должна владеть информацией об участниках.
Восхитительно, твой бой заслуживает похвалы. Я боялся, что ты проиграешь бой, ведь ты не привык к подобным турнирам. Но ты быстро адаптировался и одолел своего соперника. Это бесценный навык. Проницательно. На самом деле я больше полагаюсь на слух, чем на зрение. Земля под твоими ногами, твое дыхание. Но вот там нет ничего примечательного. Капитан Бэйдл заметила больше меня. Но в отличие от него, я полагаюсь лишь на свой опыт. Для тебя это все должно быть новинкой, это точно. Мы хотели узнать, кто же будет нашим соперником в финале. Считаешь, он сильнее того, чтобы был в полуфинале? Не обязательно. Дошедшие до финала участники не всегда сильнее, но зачастую в их технике и стиле боя бывает что-то особенное. А что касается его соперника, он полагается на скорость и знает свои сильные стороны. Очевидно, что он прошел через множество битв. Что с тобой, боишься плохо рассчитать силы и проиграть в финале? Просто хочу подготовиться. В таком случае я хочу кое-что тебе предложить. Давай отойдем в более тихое место. Слушай, это не ты случайно мой противник? Я до сих пор не представился. В землях Инадзумы я был странствующим самураем. Мы так и подумали, когда я в первый раз увидел тебя. Но если честно, по твоим речам и не скажешь, что ты любитель размахивать мечом. Я обучался владению как мечом, так и словами. Неужели это плохо продолжать учиться на дороге странствий? Не собираюсь хвастаться своим мастерством, но я встречал множество достойных воинов с разных уголков света. И я кое-что знаю о навыках твоего будущего соперника. Для победы над ним тебе вполне хватит своих талантов и пара моих советов. Ну-ка, погоди, тебе не кажется, что это слегка нарушает правила? Сбор информации является неотъемлемой частью подготовки в любой дуэли. Нужно знать своего врага. Я что-то думаю, что это он. На пути из Манштадта победил во множестве сражений, а это требует немного большего, чем слепую храбрость. Вот именно. Постой, откуда ты знаешь? Мы ведь не говорили, что были в Манштадте? Думаете, вы не оставили следов на своем пути странствий, и в ответ ваш путь оставил свой след на вас? Однако этот след не может рассказать все, и меня терзает любопытство. Я хотел бы задать столько вопросов. Следуйте за мной, вам нужно отдохнуть после сражения. Блин, опять трепня на полчаса. Куда? 240 метров? Да вы угораете. Мне кажется, это он. А вот и Кадзука. Теперь, когда мы оказались наедине, позволь мне сразу перейти к делу. Ты умеешь владеть элементами не одним, а несколькими, верно? Как ты уже знаешь. Паймон сразу понял, что ты на что-то намекаешь. Все это время ты знал. Да, если бы другие участники прослышали о твоих элементальных способностях, то это, скажем так, бы вызвало бы некоторое недопонимание. Если не ошибаюсь, ты тоже берешь во внимание этот факт, ведь ты сдерживаешься от использования элементов в полусражения. Да, ну как ты догадался. И когда я говорю о том, что я слышу или вижу тебе, это вовсе не поэтический символизм. Я испытываю слова в самом прямом смысле. Я с малых лет понимаю природу, я слышу дыхание ветра и шепот листьев. Я слышу подобные вещи внутри себя, вот и все. Звучит бредово, но пойму, почему тебе. Мои скромные навыки уничтожены в сравнении с твоими невероятными способностями. Человек, не обладающий глазом Бога, способен контролировать силу элементов, и твой причудливый аромат напоминает какое-то таинственное существо. Не хватит оценивать нас по запаху. Не мог бы ты поделиться со мной знанием о том, как обуздать силу сразу двух элементов? Боюсь, я сам этого не знаю. Исключительный случай. Могу ли я осмелиться спросить, как именно у тебя получается направлять элементальную энергию не только в обычной жизни, но и в полусражении? Все благодаря дружбе с Паймом. Я ничего не делал, просто сказал ему, что первое на ум пришло. Наше путешествие было долгим и интересным, но каким-то образом он сам потихоньку во всем разобрался. Честно говоря, Паймон и сама не понимает, как это все устроено. Может быть, в таких непостижимых вещах и содержится сущность богов и глаз Бога, которыми они одаривают людей. Тем не менее, я все же хочу достоиться чести посмотреть на твои навыки владения элементами со стороны. Может быть, это сможет навести меня на нужные мысли. Конечно же, я тоже поделюсь с тобой своими знаниями, чтобы сделать этот обмен честным и справедливым. Ну что ж, давай проверим, на что способен. Что делать-то? Одолейте монстра, чтобы показать свои навыки. Ой, а тут будут разные монстры. Как бы все, никаких проблем. Твои боевые навыки, правда, безупречны, твоему сопернику не поможет его проворность.
Он научился контролировать свое дыхание и равновесие, что позволило ему выполнить невероятные движения. В сражении он всецело полагается на элементы неожиданности. Держи в уме его способность замечать слабые места, и тогда его атаки не представят для тебя никакой угрозы. Спасибо, я отнесусь серьезнее к бою. Перестань. Я должен поблагодарить тебя за возможность стать свидетелем использования элементов вопреки всем известным законам природы. Все-таки мир полон загадок, и необъяснимое подстерегает на каждом шагу. Ты так интересуешься глазом Бога, у тебя ведь есть свой. Зачем ты стремишься понять связь между глазом Бога и элементами? Я хочу узнать, какое значение имеет глаз Бога для самих богов. И что определяет выбор Бога? Наделить им смертного? Боюсь, вы тоже не сможете дать ответа на эти вопросы. За представленную мне честь быть свидетелем таинств мира, я готов ответить на любые ваши вопросы. Я хочу знать ответы на твои вопросы. Значит, тебе тоже интересно? Ха-ха, тогда давай, я тебе кое-что расскажу. Прибыв в Инадзуму, ты быстро узнаешь, что там действует указ об охоте на глаза Бога. Глаз Бога — это дар богов. Теперь у принявших этот дар людей без объяснений их конфискуют, начастую не гнушаясь их убийствами. Если каждый из 7 архонтов даровал глаз Бога смертным, то значит ли это, что у электроархонта появились сомнения? Электро, глаз Бога, не появлялась уже очень давно. Это отражает отношение Сигуна Рейдс. Она больше похожа на деспота, чем на архонта. Насколько я знаю, она преследует вечность. Она будет неустанно исполнять свою волю, не обращая внимания на чувства и мысли других. Контракты Лиуэ приносят пользу всем жителям Лиуэ, а какую пользу приносит вечность людям Инадзумы? Само собой, находящихся под замком Инадзумы людей, дела идут хуже. Замком. Очень похоже на поведение той богини, с которой ты столкнулся в начале своего путешествия. О, так вы уже сталкивались с электроархонтом? Это не точно. Течение времени может изменить нас, но не сегодня. Она всегда будет там же, где и была. Когда-нибудь я тоже захочу знать от нее ответ на вопрос вечности. Ну все, ваш финальный бой скоро начнется. Ой, точно, мы так заболтались об Инадзуме, что Паймон совсем забыл про турнир. Если у вас нет других дел, мы можем вернуться вместе. Пойдем. Хорошо, не терпится увидеть, кому же удастся получить глаз Бога. И что сейчас будет, с кем мы будем биться? Чем мне нажимать? Куда он запропастился? Сейчас неожиданно появится, наверное. Ничего страшного, давай сперва представим тебя зрителям. Слушайте все, внимание! Мы все этого ждали, финальный бой турнира Южного Креста. После многих сражений и неожиданных событий на сегодняшней арене оказались 2 участника. Сначала я хочу предоставить вам первого участника, вы все его прекрасно знаете, хоть и мало кто видел его вживую. Он вселяет страх самого Сиала, а при упоминании его имени даже у предвестников Атуи дрожат колени. Представляю вам странствующего героя Лиуэ. Ура! Дождались. Вы все видели, как зрелищно он сражался в полуфинале, но финальный бой будет еще веселее и невероятнее, а на следующий участник так и не появился. Интересно, чем он так зайдет? Нельзя просто так не явиться и признать поражение, это ведь финал. Всем стоять, давайте еще подождем. Может, он перепутал время? Если он так не появится, то придется отложить бой. Подождите, тут что-то не так. Капитан, нам следует проверить приз, коробку с глазом Бога. Идем с нами. Неужели сперли? Посмотрим. Пропал. Глаз Бога пропал. Что, кто-то его украл? Кто бы осмелился украсть его средь бела дня? Мы не знаем точно, когда его украли. Не ожидала, что здесь кто-то достаточно смелый, чтобы перейти дорогу Бэйдоу. Не стоит беспокоиться, даже самый искусный вор не избежит пристального ока природы. Его украли недавно, вор не мог уйти далеко. В качестве приза глаза Бога предложил именно я. И я должен был за ним следить, и вернуть его тоже должен буду я. Хорошо, раз ты настаиваешь, а я пока постараюсь успокоить толпу зрителей и болельщиков. Я хочу, чтобы ты пошел со мной. Ну давай, ничего не поделаешь. Подожди, а мы-то на острове, куда отсюда мог уйти вор? Следуйте за мной, я чувствую, как меняются ветра. Господи, где же ты Инадзума-то уже, а? О, понятно, сейчас полетаем. Ветряной поток, да, Паймон, ветряной поток. Исследовать. Ветра направляют нас наверх. Вор на противоположном берегу. Вы догнали меня? Это невозможно.
Я даже лодку заранее приготовил, но все равно меня догнали. Ни одна лодка не сможет всплыть быстрее ветра. Ветра, о чем ты вообще? О, понятно, твой глаз Бога. Проклятие, если бы у меня глаз Бога был. Или если бы мог пробудить этот, вы бы за мной никуда не гнались. Глаз Бога тут ни при чем. Ты умело растворился в толпе, но совсем не попытался скрыться от ока природы. К тому же выбранный тобой путь побега имеет множество недочетов. А еще было забавно слышать твой надменный смех на ветру, пока мы шли по твоим следам. Другими словами, 3 главных залога успешного ограбления, скорость, скрытность и стиль, оказались тебе неведомы. Ты. Но больше всего разочаровывает вид глаза Бога в твоих руках. Оказывается, глаз Бога не отвечает слепо на любые человеческие желания. Ладно, хорошо, я признаюсь. Я давно хотел заполучить этот глаз Бога и записался на турнир после того, как услышал, что там будут участвовать только никчемные бойцы. Я прошел свой путь до финала. Так это ты должен был быть нашим соперником? Я хотел выиграть этот приз по правилам, полагаясь только на свои навыки, но потом появился ты. После твоего боя в полуфинале я понял, что не выиграю, но я не собирался вот так просто расстаться с глазом Бога. Не было толку выходить против тебя на бой. Вместо этого я решил использовать свои навыки с пользой, пока вы с Бэйдоу отвлекали толпу. Я был уверен, что хорошо продумал свой путь отхода, но все равно меня догнали. Отдай глаз Богу. После всего, через что мне пришлось пройти, ну уж нет. Не сопротивляйся, будет только хуже. Пустые угрозы, отдавай глаз Бога. Хорошо, не забывай, что ты дал мне слово. Он все равно не пробудился в моих руках, так что для меня это теперь обычная стекляшка. А ты знал, что по законам моря за кражу вору полагается сломать руки? Чего? Ты шутишь? Ты украл главный приз турнира, не явился на финальный бой и испортил репутацию капитана Южного Креста. Остается только выжечь на твоем лбу раскаленным клеймом слово «вор». Подожди, не надо, зачем так жестоко-то? Никогда бы не подумал, что вы можете быть такими бесчеловечными. Мне ничего не остается, кроме как сразиться с вами. Ну давай. Господи, ну серьезно? Он полетел? Я думал, он не полетит, но он полетел. И еще замерз потом. Поговорить с похитителем сокровищ. Нет, не надо делать, что хотите. Но прошу, не ставьте клеймо мне на лоб. Он держался до конца, и даже перед лицом смерти боги не дали ему свое благословение. Я передумал, мы не будем тебя наказывать. Оставь глаз Бога и уходи. Что? Ты решил сам попросить для себя наказание. Тебе решать. Подобная решимость соответствует где самурая и достойна похвалы. Нет, конечно нет. Спасибо, что отпускаете меня. Вы очень добры ко мне. Паймон не поняла, ты что, просто хотела его напугать? У меня нет страсти пугать других людей. Я просто испытывал все шансы, пока глаз Бога был у него в руках. Будучи загнанным в угол, люди пробуждают в себе величайшие силы. И я думал, что таким образом получится пробудить и глаз Бога. Но, кажется, к сожалению, ничего не произошло. Ты планировал заранее? Да. Я хотел понять, возможно ли пробудить угасший глаз Бога. Он решил украсть глаз Бога, и я решил провести на нем свой опыт. Я уже не раз пробовал разные способы в прошлом. Хоть я и мало слышал о пробуждении свободного глаза Бога. Но увидев, как ты управляешь несколькими элементами, я решил, что нет ничего невозможного. Да, попробуй и ты. Ну давай. Похоже, он никак не отреагировал. Вот как. Даже ты не можешь пробудить глаз Бога. В этом нет ничего удивительного. Думаю, мне придется оставить глаз Бога у себя. Да, поделись с нами историей этого глаза Бога. Эта история начинается с старого друга. Это он был моим хорошим другом. Однажды он спросил меня об искусстве, что-то там, которое называлось Мусо Хитакай. Я ответил, увидеть лишь при исполнении божественного наказания. Это вершина мастерства Сигуна Рейди, символ безграничной силы. Он ответил, должен быть кто-то достаточно храбрый. Всегда найдутся смельчаки, готовые бросить вызов молнии. Затем был издан указ, да и не успеваю читать. Все надежды простых людей пошли крахом, когда Сигуна Рейден начала воплощать в жизнь Рой. Пока я скитался, я услышал, что мой друг вызвал охотников на дуэль. Торжественное, но жестокое испытание.
Проигравший подвергнут божественному наказанию, победитель получит второй шанс. Возможно, решил, что наиболее достоин. Сразиться с Мусо Нохито. Он хотел этого. Когда я прибыл в Тенсюках, поединок уже завершился. Я слышал приговор божественного наказания. Его сломленный клинок ударился о землю. Подобные ли славы он ждал? В последние моменты, что? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Я пытался читать, ребята, извините, но это нереально слишком быстро. Возможно, Возможно, когда-нибудь я пойму, что все это было бессмысленно. Но, будучи странствующим самураем, я нахожу смысл не только в странствиях и необъятной красоте, что сопутствует им в моем сердце. Также есть место пути воина. Хадзуха. Это то же самое, что сказать «делаешь, не хочу». Ладно, нам пора возвращаться. Пойдем. Тогда позвольте мне еще раз направить ветер для нас. Блин, слава богу, хоть сразу не нужно бежать по этой штуке, лететь. Что, Бэйдо уже ушла? Может, она вернулась на свой корабль? Вы ищете капитана, за ней прислала мисс Нингуан. Похоже, турнир Южного Креста наделал шум и привлек ее внимание. Капитан пробормотала что-то про то, что Нингуан застычка в бочке, и отплыла к Лиуэ. У нее с Нингуан часто возникают недопонимания. И все же капитан была крайне расстроена тем, что не стала свидетелем коронации нового чемпиона, ведь она очень долго этого ждала. Укравший глаз бога вор оказался человеком, который должен был сразиться с нашим героем в финальном раунде. Он знал, что проиграет бой, поэтому его сознанием завладела мысль о краже главного приза. Это может значить только одно. Турнир Южного Креста завершается однозначным результатом. Значит, вот как. В таком случае, согласно правилам, он должен быть дисквалифицирован, и наш герой становится чемпионом. Паймон, конечно, была уверена в нашей победе, но не так она себе ее представляла. Ничего страшного, твоя слава вполне заслужена. Подожди, сейчас я подготовлю медаль. Теперь... Вы можете попасть на Банадзору? Думаю, да. И обязательно передам капитану, когда она вернется. Она человек своего слова. Но путешествие на Надзуму будет крайне опасным. Весь путь вы будете наслаждаться непрекращающимся штормом. На самом деле, грозные ветра и дождь тоже являются воплощением воли Сигун Рейден. Закрыть доступ в свое царство. Погоди, ты хочешь сказать, что она может менять погоду силой мысли? Не будем забывать, что она одна из 7 архонтов. И если Морокс смог обрушивать с небес каменные копья, то нет ничего удивительного в том, что Сёгун Рейден способен призывать вечный шторм. Нужно подготовить Алькор к путешествию на Надзуму. Поэтому вам придется немного подождать. Вас уведомят о том, что все готово. А я тем временем собираюсь отправиться в свое собственное путешествие. Я пройду по землям Лиуэ в надежде найти способ пробудить глаз Бога. Поэтому уверен, что у тебя все получится. Спасибо, да будет наделены смыслом ваше путешествие. Наше. И кое-что напоследок. Возможно, самая трудная часть пути ждет вас еще до вечного шторма. Квестик завершен. Блин, столько разговоров различных ненужных. Блин, капец. Ой, друзья, надеюсь, то, что вот это все я снимаю для вас, а потом прикреплю к одному видео, где будет подробно рассказано, что нужно делать и как, и вам это все понадобится. Надеюсь. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Genshin Impact на этом канале. И это получается, я не знаю, 45-46 видео. И со временем будет все более и более сложно, и будем билды собирать и так далее, и более сложные гайды. Плюс в описании будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, искать друзей, чтобы поиграть хоть в КС-ку, хоть в дотку, вообще без каких-либо проблем, я вас не осуждаю, сам играю в разные игры, как по жанру, так и по сеттингу. Плюс, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.